Кораблекрушение судн из-за урагана Ида, который обрушился на Соединенные Штаты Америки. Ураган Ида – атлантический циклон 4-й категории, поразивший юго-восточную часть США в августе и в сентябре 2021 года. Последствия урагана распространились также на северо-восток страны. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 115 человек. Ураган заставил реку Миссисипи изменить направление потока. После того, как ураган обрушился на штат Луизиана, произошел большой выброс морской воды из Мексиканского залива, что привело к поднятию уровня Миссисипи по меньшей мере на 2,1 метра. Сильный ветер привел к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление, что грозило затоплениями. Как заявил представитель геологической службы Скотт Перьен, в окрестностях Нового Орлеана река Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 метра в секунду. Во время урагана Ида в США потерпели кораблекрушение 15 судов. Более 100 сотрудников судна Shell застряли на буровом судне в Мексиканском заливе. Сотрудники заявили, что Shell не удалось их эвакуировать до урагана Ида. Рабочим пришлось переносить шторм на корабле, некоторые сотрудники подали иск на компанию. Они жаловались, что выбранный курс корабля пролегал в пределах 10 миль от стены урагана и подвергал команду ветру со скоростью 150 миль в час и 80-футовым волнам. Свирепое море на борту разбросало экипаж по судну, ураган раскачивался из стороны в сторону судна так, что команда была вынуждена ходить с затруднением. Раскачивание было настолько сильным, что судно Globetrotter AI несколько раз чуть не опрокинулся. Вся команда считала, что вот-вот погибнет. Во время урагана Ида пострадало буровое судно Noble во время операции в Мексиканском заливе. 9 членов экипажа получили легкие травмы во время шторма. Вице-президент Noble по связям с инвесторами Крейг Мюрхед сообщил, что на борту оказали медицинскую помощь рабочим, а 4 доставили на берег. Судно покинул место бурения рано утром и на своем пути столкнулся с ураганом. Во время урагана на борту находились около 140 членов экипажа. Шторм действительно сломал ограниченную часть корпуса, из-за чего вода попала в некоторые отсеки, и персонал был эвакуирован вертолетом. 3 баржи попали в ураган Ида в Соединенных Штатах, 2 из них были выброшены на берег ураганом, на реке Миссисипи к югу от Нового Орлеана, штат Луизиана. А 3 во время урагана Ида оторвалась от швартовки и затонула после удара по мосту Кернер в районе Байо-Баратария в Лафите, штат Луизиана. 4 балкера «Атлантическая Майя», «Норд Полукс», «Тампика» и «Дерби» во время урагана Ида сели на мель в порту Южной Луизианы недалеко от Ла-Плас, штат Луизиана. Рабочая лодка Хлоя в Соединенных Штатах во время урагана Ида была выброшена на берег ураганом, на реке Миссисипи к югу от Нового Орлеана, штат Луизиана. И 2 лодки Сент-Винсент для выращивания креветок частично затонула с левого борта на мелководье в районе Голден-Медоу, штат Луизиана. Во время урагана в Штатах 3 пассажирские паромы РТ-2 Томас Джефферсон регионального управления транзита Нового Орлеана сорвались от швартовки и сели на мель в реке Миссисипи. Неизвестный траулер сорвался со стоянки во время урагана Ида и затонул после удара по мосту Кернер в районе Байо-Баратария в Лафите, штат Луизиана. А также буксир оторвался от швартовки во время шторма и затонул после удара по мосту Кернер-Суин-Бридж в Байо-Баратария в Лафите, штат Луизиана. Много вреда принес ураган Ида для Соединенных Штатов Америки.